Привет! Привет, ребят! Наш первый в жизни RV-парк оказался пятизвездочным государственным парком на водохранилище на реке Руанок в штате Вирджиния. Мы попали сюда не случайно. У федеральных парков, оказывается, есть свои градации по популярности. Вот когда букируешь места в парках, если прям невозможно найти свободное место, значит, есть что-то такое в этом парке, почему люди туда стремятся. Ну и наоборот, если в парке много свободных мест, значит, парк не очень-то и популярен. В Америке кемпинги делятся на государственные, штатные и частные. По разным причинам нам сейчас подходят именно федеральные, то есть государственные кемпинги, поэтому это видео про них. Большинство федеральных парков хорошие, но есть просто суперпарки, вот такой, как этот парк. В этом парке самое важное — это огромная территория парка. Здесь кемпсайты расположены вдоль воды, большинство расположено вдоль воды, плюс значительное расстояние между кемпсайтами, что дает и приватность, и уединение. Обычно срок пребывания государственных парков ограничен. Это 2 недели в месяц. Бронирование парков открывается за полгода до даты кемпинга. Лучше, чтобы в момент открытия бронирования вы уже сидели за компьютером и были готовы нажимать нужные кнопки. Здесь такие прекрасные места. Мы поняли, что если бы они не ограничивали 2 неделями пребывания, то люди, наверное, тут жили бы годами, и никогда вместо воды нельзя было бы Особенно местные пенсионеры, у которых здесь есть 50% скидка. Да, так что хорошо, что они время от времени людей выгоняют. И у нас есть шанс попасть на хорошее место. Вот такое, как здесь, например, прямо вот около воды с видом на озеро. Вообще бомба. Мы пропустили дату букирования этого парка, и из-за этого не смогли взять все 14 дней на одном единственном месте. Нам досталось 3 разных кемпсайта в этом парке, и придется несколько раз переезжать с места на место. Василий. Анна. Структура парков похожа. Трейлеры располагаются по сторонам внутренней дорожной петли – лупс. Когда парк большой, как этот, он разделен на зоны. Здесь вот 4 лупс на отдельных мысах. В каждой зоне есть домики с туалетами, душевыми, детские площадки. Но детей здесь немного. Видимо, с детьми чаще едут в коммерческие парки-резорты, где есть бассейны и много детских развлечений. В парке 200 разных кемпсайтов. Они разделяются на primitive campsite, это места под туристические палатки и машину, и стандартные кемпсайты для парковки трейлера. Там, где трейлеры, там есть подключение к воде и к электричеству, но, однако, нет подключения к канализации. Но в любом случае будет стол с лавочками, место для костра, столик для готовки у костра и еще столб с крючком. На него что только не вешают. Кресла, лампы, мы вот резинки для занятий повесили. Канализацию не подводили к каждому трейлеру, потому что здесь большая территория и неровный рельеф. Поэтому раз в 4-5 дней при заполнении Grey и Black танков трейлерам нужно ехать сливать канализацию на Dump Station. Она находится на территории парка, ехать до нее несколько минут. Но в парках, где есть подключение канализации, а это обычно частные парки, все очень тесно группируются вокруг канализационной трубы. А здесь все стоят широко, далеко друг от друга, не заглядывают друг другу в окна, и между кемпсайт большие расстояния, поэтому получаются такие уединенные private-местечки. Кстати, среди федеральных кемпингов этот парк достаточно дорогой. Средняя цена в государственном парке обычно $20-28 за ночь. Но все равно это дешевле, чем стоимость коммерческих кемпингов, где ночь начинается от $70 и может доходить до $150-200.
Мы стараемся рационально тратить воду в трейлере на хозяйственные нужды. И в душ ходим, в общественные душевые. До них 3 минуты ходьбы от нашего трейлера, ну, хоть лишний раз прогуляемся. Вот в таких симпатичных домиках на берегу находятся общественные туалеты. Сейчас пойдем посмотрим, как там внутри. Здесь внутри лавочка, чтобы поставить вещи. Раковина. Ну, здесь все чисто, убрано. Мне нравится. Хороший душ. А вот лондри мы не нашли. Хорошо, что у нас в трейлере есть стиральная машинка, ну а посушить белье можно и на улице. Отдельно за зоной трейлеров в каждом луп стоят мусорные баки. Мне не нравится, что здесь не разделяют ресайклинг. Я все-таки привыкла мусор сортировать и выбрасывать его отдельно. А здесь всего один бак. В Америке федеральные парки часто находятся на водохранилищах. Видимо, земли отчуждались при строительстве водохранилища, и потом их часть оставалась в государственной собственности. А вокруг водохранилища остаются леса, и государство устраивает в них парки. Здесь земля в собственности инженерного корпуса американской армии, видимо, потому что он способен за этим хозяйством ухаживать. 500 километров поросших лесом берегов водохранилища Кер находятся в штатах Вирджиния и Северная Каролина. Дамбу построили в середине прошлого века за 4,5 года, и строительство велось безостановочно, круглосуточно, без выходных и праздников. Вокруг на 100 миль нет никаких кемпингов, а тут, на этом водохранилище, находится 4 разных кемпинг-парка, и это лучший из них. Береговая линия здесь – это сосны на песке. У каждого луп есть свой песчаный пляж. Вода здесь достаточно чистая, она прогрелась у берега, и люди купаются уже сейчас, в середине мая. И, конечно, здорово, что многие кемпсайты имеют собственный выход к воде. И еще есть отдельная большая территория для пикников и разных общественных мероприятий для тех, кто приезжает на один день. Все эти места находятся в тени деревьев, что очень ценно летом. В парке есть причалы для швартовки и 3 спуска для лодок. Люди приезжают сюда со своими лодками. Здесь занимаются рыбалкой, и рыбалка здесь хорошая. А в лесах вокруг можно охотиться при наличии лицензии. Здесь есть где гулять пешком, и есть велодорожки, где-то еще есть трейлы для хайкинга, но мы до них пока не добрались. Слушай, Вася, как здесь с интернетом? Да слушай, здесь на самом деле хорошо. Мы сейчас сидим на мобильном интернете. У нас что-то там загрузка, я смотрел, там 20-30, и выгрузка тоже хорошая, там порядка вот до 20. О, супер. Слушай, я на конференциях вижу, вообще никаких задержек нет с видео. Мы показали вам хороший государственный кемпинг-парк, который нам действительно понравился. Теперь пойдем ужинать и спать. А вы поставьте лайк и ждите новое видео из нашего следующего парка на Океанской песчаной косе.